В одном небольшом городке в штате Вирджиния, в обычной парикмахерской на окраине, произошел случай, который вскоре стал темой обсуждения в социальных сетях и местных новостях. В парикмахерскую зашла женщина лет 40 по имени Мелисса Харрис. Она была одета скромно темной худи, широкие джинсы, без макияжа. Ее волосы были спутаны в массивный клубок, собранный в небрежный пучок. С первого взгляда было понятно, что их не расчесывали очень давно. Парикмахер, которого звали Кевин Моррис, принял ее как обычную клиентку, хотя сразу понял, это будет непростая работа. Мелисса спокойно села в кресло и попросила сделать все, что можно. Когда Кевин начал осторожно разбирать волосы, он понял, что перед ним не просто запущенная прическа. Волосы были спутаны в плотный ком, частично слипшиеся у корней, и местами уже начинали ломаться от натяжения и запущенности. Он потратил почти 2 часа только на то, чтобы аккуратно распутать внешний слой. Под ним он обнаружил не только слои грязи, но и признаки кожных повреждений, воспаленные участки, раздражение кожи головы и, что самое тревожное, множество мелких заживших шрамов. Кевин приостановил работу и посоветовался с дерматологом, к которому иногда направлял клиентов при тяжелых случаях. Через пару дней стало известно, что Мелисса страдает от затяжной формы депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Все началось после внезапной смерти ее мужа и потери работы. Она замкнулась в себе, перестала ухаживать за собой, почти не выходила из дома. Волосы стали символом ее внутреннего состояния. Чем хуже становилось внутри, тем меньше она прикасалась к себе снаружи. Она не расчесывала волосы почти год. Кевин, понимая, что стрижка — это не просто услуга, а часть важного восстановления, продолжил работу, не беря плату. Он связался с местным благотворительным фондом, и через пару недель Мелиссе помогли с визитом к врачу и психологу. Постепенно она начала возвращаться к нормальной жизни. Позже, когда Кевин рассказал эту историю в своем блоге, без упоминания имени, она разошлась по интернету. Люди комментировали, насколько часто за внешней неухоженностью скрывается не лень, а настоящая боль. История Мелиссы стала напоминанием. Иногда простая стрижка — это первый шаг к исцелению. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.